Друзья, я приветствую всех на Вестнике Кавказа. Меня зовут Александр Каргин, я политолог и веду программу «Токсичный диалог». Сегодня у меня в гостях инвестбанкир, экономист Евгений Коган. И мы будем говорить об экономике, о политике и о том вообще, что нас всех ждет в наше непростое время. Приветствую, Евгений. Да, Саш, доброе утро, добрый день, добрый вечер, смотря кто как нас будет Какое смотреть. время? Да. Насчет токсичного диалога, а можно я буду не очень токсичным? Это на твой выбор. Я как бы А, буду ты будешь токсичным. стараться, да, но в Ну, меру будь. тоже, но в меру. Ну, перед тем, как перейдем к основным темам, я хочу вспомнить одну байку, на которую я наткнулся, изучая, так сказать, твое досье. Э, Ты в 90-е годы уезжал в Израиль и жил какое-то время в Израиле. И говорят, что работал там в банке. И с этого как бы твоя, ну, так сказать, финансовая карьера началась. И якобы, я сейчас договорю байку, а ты ответишь. И якобы тебя из этого банка с треском выгнали, потому что ты не оправдал каких-то их финансовых надежд. Что за банк был вообще, что за история? Но начнем с того, что я закончил финансовую академию. Было это аж в 87 году. И с 87 по 90 я вообще-то работал финдиректором, ну, по сути, первым, там, вторым человеком в целом ряде и кооперативов российских, и молодежных творческих объединений. Поэтому с финансами, с экономикой, в общем-то, я давно на «ты». И еще до отъезда. И мы тогда торговали компьютерами и что только не делали. Мгм. Какие-то геодезические исследования делали, геодезия, там, делали экономические исследования и прочее, прочее, прочее. Короче говоря, отметились всем чем угодно, но в каком-то момент, в 90-м году, моя жена сказала: Женя, мы поехали. Я говорю, ну я понял, и мы приехали в Израиль. Поскольку иврит я не знал, то занимался я всем, чем мог. И на стройке работал, и убирался. Ну, ничего не зазорно, пока ты учишь язык. И поскольку я абсолютно нахальный был и безбашенный товарищ 25 лет от роду, то я попал в банк, и мне там доверили очень важную ответственную работу – быть младшим кассиром. Там я научился считать деньги, тоже очень полезно, теперь пригодилось. Вот, но директор этого отделения на эту очень серьезную позицию хотел своего племянника. Поэтому меня послал на курс, еще раз, я был в стране полгода. Мгм. Иврит знал на уровне моя твоя. Ну, изучал постоянно там и так далее. И меня послали на курс, который я должен был сдать на иврите. Но я его как-то сдал, а еще была война в этот момент. Саддам Хусейн бросал ракеты. Мы же было очень до образования. Вот, в противогазах сидели. И этот курс я действительно сдал, но на местную где-то 3 с плюсом. Потому что я с трудом понимал вопросы, а там еще все справа налево, и иврит. Разговорно еще было нормально, а вот так это было сложно. Ну и в итоге меня из этого банка действительно уволили за полную неспособность к финансовой работе. Так и написали. Отлично. Я перешел через дорогу, пошел в другой банк. Там меня отлично приняли, я там работал, пока не нашел работу в третьем банке, это был Union Bank of Israel, где я в итоге через год стал советником, а через 2 года старшим советником по инвестициям. Где-то в 92 году этот банк меня уже послал на, ну, по сути, университетский большой курс по инвестициям. И так я сперва помогал советнику по инвестициям, тоже очень, очень Мгм. хороший, классный мужик, абсолютно лентяй. Поэтому за него все делал, я так всему научился на практике. А курс был университетский, год. Таким образом, я читал книги уже на иврите и там же обучался. Вот так я уже стал специализироваться с 92 года. Вот. Но потом, 96 год, да, я служил там и в армии, естественно, все прочее. 96 год, один российский бизнесмен ко мне приходит в банк, был моим клиентом. Говорит, слушай, а у меня в России куча банков, куча финансовых компаний, и не только в России, в других странах. Мне управляющий нужен. Я говорю, слушай, ну я как-то... Да ты научишься лапками. Ну, я, сидя в Израиле, стал помогать ему ну, выстраивать финансовые системы большие. Мгм. Ну, а потом в какой-то момент я понял, что я хочу делать свое. Вот и все, вернулся в Россию.
И Это в стал каком работать. году? 97-й год, конец. Мгм. Середина 97-го года. И, ну, а дальше все просто. Я уже стал там одним из директоров группы Центр Инвест. А потом мы с одним известным израильским бизнесменом создали компанию, которая называлась «Антанта Капитал». Это был большой инвестиционный холдинг. Это было в 2003 году с огромными оборотами. У меня под управлением было несколько миллиардов долларов. Не только его активов, но и активов клиентов. И мы создавали эти финансовые рынки. Мы выводили компании на IPO, их было много, листинги. Я стал членом совета директоров РТС. Ну, то есть, как так вот пошло-поехало. Сейчас, помимо, скажем так, ну, непосредственной деятельности как инвестбанкира, у тебя большая медийная компания. Ты знаешь, совершенно случайно. Знаешь, как говорится, так получилось. То есть, где-то, я всю жизнь немножко где-то писал, даже в Израиле. Надо же было подрабатывать, деньги нужны были, а платили мало. И я писал какой-то блог для израильских газет, по-моему, «Ведомости». Набивал руку. Мгм. Преподавал тоже для российских бизнесменов. Вот. А потом так получилось, что когда уже стал в России инвестбанкиром, и все, я вдруг вижу, что люди делают идиотские ошибки. Люди вообще занимаются какой-то фигней. Люди превращают инвестиционный бизнес в казино. Люди теряют деньги. И тогда в Фейсбуке я начал действительно вести какую-то свою колоночку и стал рассказывать. Но поскольку я человек, скажем так, иногда излишне повышенного юмора, ну, я не могу пройти мимо, обязательно чуть надо обстебать, то я стал писать на грани, на стыке как бы финансы, экономика, ну и легкий стёб. Ну, пошло. И количество вот подписчиков стало расти, пока мы не встретились в начале 2018 года с Мишей Гуревичем в одном замечательном грузинском ресторанчике в Москве. Миша Гуревич, журналист известный, кстати, сейчас в Израиле живет, у него свой канал Телеграм. Ну, давай не будем рекламировать бесплатно Мишке можно. людей. В конце концов, он духовный отец моей системы. А скажи мне, ну, меня же это как-то еврейская жаба, да, душит. Скажи мне, то есть на сегодняшний день общие твои охваты, скажем так, вот информационные составляющие, да, если брать твой YouTube канал, каналы в Телеграме, ВК, это около миллиона человек. Я правильно понимаю? С учетом приложения примерно 1 300 000 человек, с учетом охватов примерно несколько миллиардов просмотров ежегодно. В этой связи можно ли сказать, что вот этот информационный бизнес в твоем случае он вытесняет основной? Нет, он не вытесняет основной, он его дополняет. Ты же понимаешь, почему я спрашиваю? Нет, ты хочешь спросить, я инфо-цыган или нет? Не, не совсем так. Я хочу спросить, во-первых, почему в принципе среди экономистов стало так много инфо-цыган? Потому что вот именно инфо-цыганство среди таких образованных, да, достаточно перспективных экономистов, это довольно, на мой взгляд, сегодня трендовая вещь. Это Саш, что первое. такое инфо-цыганство? Объясни мне ты. Вот скажи мне, кто такой инфо-цыган? Попробую. Продавец воздуха. То есть человек, продающий не что-то реальное, а какие-то Вот, общие вещи, которые никак никому отлично, не пригодятся, но которые прикольно слушать. отлично, вот ты все и сформулировал. Смотри, продавать воздух, я знаю, что такое инфо-цыгане в нашем бизнесе. Мальчик или девочка прочитал пару книжек, поработал полгода в отрасли, поинвестировал что-то и теперь всех учит. Рассказывает. И тут самое главное что? Маркетинг. Как это красиво запарить, чтобы люди это услышали, ему за что-то платили, либо за уроки, либо еще что-то, и Мгм. вперед с песнями. Ну, смотри, я такие вещи не очень люблю. Я в отрасли, ну, считай, 30 лет. Моя команда сегодня это примерно 70 человек. Из них большинство в инвестициях 10, 15, 20 лет. Это люди, которые прошли все. И когда мы делаем курсы, конечно. У меня сейчас, кстати, идет курс. Отличный курс про инвестиции. Но мы берем информацию не из книжек. То есть понятно, что я, будучи 18 лет профессором в высшей школе экономики, у меня были свои курсы, свой авторский курс, два. Вот, и меня признавали, кстати говоря, лучшим профессором вышки студенты.
Я потом это узнавал по факту. Так вот, мы делаем курс на основе лайфхаков, собственных практических исследований, практического понимания. Например, вот в этом курсе, который мы сейчас ведем, мы рассказываем, ну, есть базовые, теоретические, естественно, вещи, а дальше практика, взаимосвязь событий, взаимосвязь различных индикаторов, как на основе этих индикаторов мы принимаем решения, как принять решение, например, идет дивидендный гэп, там, каким образом надо принять решение, продать или купить в этот момент, ну и так далее. Или, ну это, если Ты говорить хочешь про сказать, что акции. ты торгуешь не воздухом, а чем-то реальным. Я Правильно не понимаю мысль? торгую этим. Я вообще не знаю, сколько что стоит. Мне это неинтересно. Я создаю Погоди, ну знания. курсы же платные. Иногда нет. У нас очень много бесплатных курсов, и у меня главный продукт не это. Во-первых, смотри, вот если ты просто торгуешь информацией, это одно. У меня главный бизнес– это управление активами. У меня под управлением несколько сот миллионов долларов сейчас. Это и в России, и на зарубежных рынках, и так далее. Кроме того, мы проводим сделки слияния и поглощения. Мы помогаем и консультируем компании, которые выходят на IPO. Тоже. Если это инфо-цыганство, то я Александр Македонский. Но дальше мы даем людям информацию, как работать на рынках. Понимаешь, это пошло уже некая смесь. Но если я не буду управлять активами, реально сам каждый день, спроси меня, сколько сейчас стоит золото, спроси меня, сколько доходность, например, американских десятилеток, облигаций, спроси меня, где сейчас доходность российских облигаций, я тебе все расскажу. Я тебе расскажу не просто где, а расскажу тебе, А что я сколько сегодня буду. стоит нефть марки Brent? Нефть марки Brent по утру была примерно 74, она доходила недавно еще до 80, потом проседала после того, как поняли, что вроде как ответ Израиля будет ограниченный, пока непонятно, ну и так далее. Она будет прыгать между этим. Но кроме Я нефти, подтверждаю, что цифру вначале подтверждаю, просто я сегодня так получилось, ну, смотрел. Я писал там одну заметку, и поэтому я как раз смотрел, сколько стоила с утра нефть марки Brent. Саш, ты меня можешь проэкспериментировать и задать любые Не-не-не, я, в вопросы. принципе, в тебе не Нет, сомневаюсь. а знаешь почему? Мгм, да-да, договори. Очень просто. Я управляю активами, и вот за минуту до нашей передачи я при тебе, допустим, фиксировал ряд инструментов, которые рекомендовал, в частности, купить. Например, я продавал небольшой объем джнуга. Это двойной ETF на акции малой капитализации производителей золота. Золото выросло хорошо, этот джнуг дал в портфелях, а мы уже несколько раз его покупаем, продаем там, он где-то дал больше 20%, Мгм. ну почему же чуть-чуть не фиксануть? Вот, то есть это тоже часть моего бизнеса. И мы управляем активами, мы проводим, как я уже сказал, слияние, поглощение, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот в этом разница между, мне кажется, инфо-цыганством и реальной работой. Да, есть медиа. Я вообще никогда медиа не занимался. Это случайно получилось. Я уже говорил, это самое, мы сели, он мне сказал, почему у тебя нет телеграм-канала? Я говорю, да, возмутительно. Надо создать. Я говорю, как? Ну, сели, Тем более, создали. что это бесплатно. Ну, это было в 2018 году. Мгм. Создали. Ну и с тех пор вот в этом канале уже примерно 300 тысяч подписчиков. Есть еще другие каналы. Для меня это просто способ коммуникации с людьми. Я пишу статью, или мои аналитики пишут. Я обязательно только все редактирую, или смотрю, проверяю, иногда ругаюсь. Мы выверяем повестку. Теперь это как бы уже настоящая редакция. Вот. И у меня как бы аналитики-журналисты. Понимаешь? И мы сейчас делаем, кстати говоря, свое медиа, чуть разделяем. Народное и антинародное. Народное– это более понятное. Ну, например, вот сейчас ребята прислали очень интересную статью, что оказывается бары и вот дорогие заведения хуже сейчас идут лучше рюмочные. Мгм. И вот экономика бизнеса рюмочных, ну, какое это имеет отношение к инвестициям. Это вот чисто народные медиа, это интересно людям, правда, прикольно. Дальше ты хочешь, например, создать какой-то бизнес. Вот люди сейчас создают рюмочные, например, вкладывая 2 миллиона рублей. Я понятия не имею. И это вот народные медиа. Или, допустим, вот у вас есть там деньги, что делать? Самое простое, там депозиты, не депозиты, недвижка, не недвижка. Есть другое, когда люди профессионально вкладывают на фондовом рынке.
на американском, на китайском, на российском, на европейском. И здесь мы уже консультируем людей, и здесь я пишу заметки вполне профессиональные о том, что согласно таким-то индикаторам мы видим, что вот это должно пойти такие-то тренды, такие-то. Это уже нужно профессиональным, и, ну, скажем так, инвесторам на различных площадках. Мы говорим там, что мы сейчас видим, какие Вы мультипликаторы. на разных уровнях работаете. Конечно, в итоге кому-то интересно гонорары спортсменов, которые получают там на Болдоне или там на каких-то турнирах, и что они с этим делают. А кому-то интересно, что будет с золотом, серебром, что будет с доходностями, как я говорю, десятилеток, что будет с нефтью, что будет с акциями Боинга или Airbus, что будет с облигациями, там, я не знаю, американскими там, какими-то или российскими, ОФЗ и так далее. У каждого свой интерес. Ну, хорошо. Ты рассказал, почему ты не инфо-цыган. В Да принципе, нет, ну если кому-то прикольно, ну Не-не. называйте, мне ж не жалко. пусть называют инфобарон, мне кажется, да, это чтобы что-то выше, да, почему как бы, только, почему инфо-цыган? Вот, кстати, я никогда не понимал, почему именно инфо-цыгане, мне кажется, здесь, в этом, сам термин предполагает какой-то негативный национальный окрас. Вот. Ты знаешь, я Я, в всегда принципе, с ним не вспоминаю... согласен. Вот, кстати, продавец воздухом, в этом плане он более точный термин. Я хочу сконцентрироваться на тебе. Подожди, Да? а можно эти анекдоты Ну, давай, расскажу? давай. Мама приходит к маленькому Изе. Изя, ты когда вырастешь, ты должен жениться. Ну, логично, да, мама, конечно, и что? И, Изя, ты женишься на украинке. Почему? Ну, посмотри, такой худой. Должен быть дородный мужчина, будешь. Она тебя научит борща правильно, там все дела. Ну, хорошо. А дальше? А дальше, Изя, ты разведешься. И женишься на еврейке. Почему? Она тебе детей нарожает, ведет в правильное общество, там-то учит деньги зарабатывать. Но потом, Изя, ты разведешься. Мама, почему? Маму слушай. И женишься на цыганке. Мама, почему на цыганке? Ой, Изя, не спрашивай. Они так красиво хоронят. Скажи мне, а почему так много, в принципе, продавцов воздуха в этой сфере, среди экономистов? Окей, у тебя есть непосредственно бизнес-часть, есть информационное сопровождение. И тем Как не менее, инструмент просто как инструмент, дохождения до хорошо, людей. хорошо, я тебя слышу. И тем не менее, ты сам говоришь, что этот инструмент, он как бы, ну это значимая очень получается вещь, да, и ты тратишь на нее, на эту вещь время. Но ведь огромное количество экономистов сейчас, ну это типичные продавцы воздуха. Почему так много их стало? Пункт первый. Это не только экономисты, хочу тебе сказать. Соглашусь. Политологов тоже И хватает. политологов, и секс-тренеров, И и так далее. секс-тренеров, Но и... просто согласись, что, как тебе сказать, продавать, когда люди продают, там, не знаю, что-то про секс или про политологию, ну, это изначально такие вещи довольно, ну, специфические. Когда человек идет покупать в этой сфере, ну, понятно, что он покупает, как бы, мысли, идеи и так далее. А экономика, особенно когда людям говорят, как они должны зарабатывать, это что-то предметное, это что-то конкретное. И Ага, а дыхание матка это не предметное, это очень конкретно. Я не знаю, у меня нет матки. Я тоже пока не пробовал. Вот. Нет, извини, а способы заработка это конкретная вещь. И когда здесь тебе дают воздух, ну это как-то совсем обидно. Нет, во-первых, ничего обидного нет, не надо просто дураком быть. А если серьезно, смотри, тут же все очень просто. Когда встречаются два еврея, о чем они говорят? Ну, и как мы с тобой об экономике. Правильно, о бабках. Как бабки заработать. И второе, ну, обычно еще, когда встречаются два мужчины еврея, сам знаешь, о чем они думают и о чем они говорят. Так вот, это к слову. Почему инфо-цыган можно много в этой сфере? Но я шучу. А если серьезно, смотри, вот мы с тобой встретились, я тебе говорю, слушай, я тут за последнюю неделю $1 000 000 заработал. Ты думаешь, господи, да я фигней какой-то занимаюсь, Господи, вот тут люди... как же хорошо ты выдумываешь, да? Это не важно, но ты понимаешь, и вы Так. говорите.
очень легко торговать мечтой. Мечта, она у нас в каких областях? Ну, у многих все сводится к тому, как не прожить сегодняшний день, а как на своем самолете полететь с самой красивой девушкой на Канары, Багамы, там, Мгм. Сейшелы и прочее. Вот мечта. Поэтому финансы, деньги, это всегда притягивает. Все очень просто. Особенно если ты рассказываешь, мы тут такие деньги зарабатываем, мы учим вас финансовому инжинирингу, говоришь какие-нибудь умные слова. Да, я видел это все дело, посмотрел, ну, тошнит. Но люди-то хавают. Вот и все. Как, смотри, люди хотят получить мечту. Сегодня и сейчас. Не трудиться долго, а получить мечту. В каких сферах это важно? Здоровье, спорт. Все мечтают быть спортивными, красивыми и так далее. Деньги. Вот я вас научу делать бизнес. Я вас научу быстро зарабатывать. Народ же не понимает, что если ты быстро зарабатываешь, значит ты быстро теряешь. И что там Ключевое слово здесь, и риски, и самое что... проблемное это быстро. Конечно. И люди тут же не умеют переводить это на язык риск-менеджмента, не понимают, что такое высокая бета, то есть активы, которые быстро летают в одну сторону, потом в другую и так далее. Люди слышат заветное слово «быстро разбогатеть». Вот и все. Все очень просто, Саша. Это исполнение вековой мечты человека из грязи сразу и в миллиардера. Все просто. Поэтому я вполне понимаю, как это происходит. Другое дело, что я смотрю и думаю, люди, ну вот где ваши мозги, если вам обещают такие золотые горы, и вы как зайчики ведетесь? Ну, и моя работа, в частности, во многом, это еще объяснение, что, ребята, чудес не бывает. Инвестиции, финансы, экономика – это прежде всего колоссальный труд, нечеловеческий труд. Почему? Вот я просыпаюсь как каждый день, 5-6 утра. Я минимум час-два просто вот изучаю все, что произошло, все, что происходит, чтобы быть в теме. Но не помнить там котировки, да, это не важно, а посмотреть тренды, посмотреть какие-то статьи, что написали интересно в Wall Street Journal или там, я не знаю, еще где-то, да, посмотреть, какие у нас интересные там новости. То есть ты должен не только в новостях, ты должен проанализировать, что происходит. Э, Ты должен посмотреть, какие отчеты вышли у компаний. И, соответственно, проанализировать, насколько это интересно, неинтересно. Вот так это работа. То есть экономика, финансы – это труд, это пахалово. А многие этого не любят. Хотят сразу и все. Это нормально. Евгений, мы на канале Вестник Кавказа. Давай пару слов о ситуации на Кавказе и о экономических перспективах. Начнем с Азербайджана. Как ты думаешь, что в экономическом плане ждет Азербайджан, как будет развиваться ситуация, и если все-таки будут заключены соглашения мирные между Азербайджаном и Арменией, как это повлияет на экономику двух стран? Ну, давай по порядку. Вообще у Азербайджана нет проблем. У Азербайджана есть нефть, которая стоит не 3 копейки. Нефти еще достаточно. И Азербайджан вполне нормально и хорошо развивается. Я периодически бываю в Баку. Кстати, не так давно поехал покататься на горных лыжах. Мгм. Азербайджан этим тоже интересен. Да, на удивление. Могу тебе сказать одно. Я был потрясен. Азербайджанцы трудяги. Трасс немного, но насколько любовно они ухаживают. Все там. Они молодцы. Правда, хорошие ребята, нормальные отели. И не могу ничего сказать. Молодцы. Баку фантастический город, чистый, красивый, богатый. Вот. И я вижу, что страна, в общем-то, растет и поднимается. Поэтому молодцы. А, и знаешь, для меня, наверное, главный тренд – это то, что Баку и вообще Азербайджан должен идти по пути Дубая. Ты знаешь, какая доля в экономике Дубая нефть? Меньше Нет, двадцати не процентов. знаю. Меньше 20%. Абу-Даби чуть больше, другие Но вот это эти. сейчас, да? Сейчас. Раньше было по-другому. Раньше было по-другому, Мгм. а сейчас так. Почему? Дубай зарабатывает с торговли, с различных бизнесов. Дубай сегодня это финансовый хаб, логистический хаб, спортивный хаб, образовательный хаб, медицинский хаб. Достаточно, да? И так далее. Логистический там и так далее. Понимаешь, вот это путь для Азербайджана. Но это, на мой взгляд, я не имею права давать советов. Ребята сами не дураки. Но
Смотри, нефть – это самое главное, как ей распорядиться. А, Дубайцы, Эмираты сделали замечательные налоговые системы, сделали замечательные... Они даже Министерство счастья придумали. То есть то министерство, которое думает, как бы еще бизнесу, как же еще людям, вот что бы еще сделать, чтобы было легче жить, легче заниматься бизнесом, комфортнее. В итоге они делают все, что люди приезжают туда, а ведь по большому счету в Азербайджане-то климат гораздо комфортнее, чем в Эмиратах. В Азербайджане тоже есть пустыни, но есть и Не так райские, жарко. и не так жарко. Ну так что же мешает-то? Что мешает? Лень? Нет. Азербайджанцы в основном трудяги, умеют трудиться, молодцы. Так вот это путь, понимаешь? Сделать из Баку, может быть, и медицинский хаб, может быть, и образовательный хаб. Опять же, хороший климат, хорошая погода. Вот я помню, лечу в Дубай, весь самолет спортсмены. Они как раз летят на сборы, две какие-то команды. Летят там сборы, потому что зимой там можно тренироваться, футболисты. Ну так что, в Баку нельзя тренироваться? Ну вот, настройте еще стадионы, пускай, ну там, тренировочных баз и вперед, это бабки. Это все бабки. Поэтому я считаю, что у Азербайджана, во-первых, Азербайджан, он дружит со многими странами, выстраивает правильные отношения, умные, равноудаленные. Так что я здесь не вижу проблем. И ребята, если будут так делать, то, в общем-то, смотри, а то, что мир и мирный договор с Арменией, это опять же дополнительные туристы. Ну, транспортная сфера изменится, да? Транспорт. А ты мне извини, пожалуйста, ты уж в курсе, что и сегодня многие компании изменили свои маршруты, и Баку может стать, при желании, большим транспортным хабом. Понимаешь? Как сейчас стало Эмираты, как сейчас становится тот же самый там Катар и так далее, да? Лететь, например, из Европы в Баку, а дальше, допустим, там Индия, почему нет? Поэтому это логистический может быть хаб. Опять же, тут рядом куча государств, Южный Кавказ. Нет, все это очень интересно. Поэтому Баку нужно только одно – правильно распорядиться теми деньгами, которые сейчас они имеют от нефти, и направить их в те сферы, которые будут тащить экономику дальше. И прежде всего человеческий капитал. Сделать так, чтобы туда приезжали экспаты. Ведь в Баку же прикольно жить. Там классные рестораны, вкусно. Я боюсь туда ездить. Каждый раз плюс 2 кило. Ужас. Ну, серьезно. Террористы какие-то в этом плане. Не дают. То есть они тебя живым не упускают. Если ты мало поел, значит, ты, ну, понимаешь, что-то не то. Но это вообще культура Южного Кавказа. Грузины такие же. Армяне тоже. Вот. Поэтому, ну, кулинарная столица. Вот эти вот бакинские вещи, от которых просто убираешь, их невозможно не есть. Понимаешь, почему Баку не может стать кулинарной столицей, не знаю, региона? Да может, может. Голова только, желание, понимаешь? И максимальное использование человеческого капитала. В конце концов, тот же Израиль, это что? Это мозги. И сегодня это, по сути, вторая там Кремниевая долина мира. Ну, так а что, Баку не может? Там много талантливых людей. У меня масса друзей, выходцы из Баку, например. Они вообще говорили, где-то такой национальность, там, азербайджанец, еврей или еще кто-то. Есть национальность бакинец. Вот кто нас смотрит, выходцы из Баку, они поймут. Это тоже был потрясающий сплав людей. Я встречаю этих бакинцев. Вот. Так что уникальных возможностей много. А, Хорошо, с Азербайджаном понятно. Если брать Грузию, там сейчас очень неспокойно. Идет, по сути, такая борьба. Экономические перспективы, с одной стороны, хорошие, с другой стороны, некоторые считают, что туманные. Хотя на данный момент идет рост. И рост именно при нынешнем грузинском правительстве. Как ты это оцениваешь? Слушай, ты давно в Грузии был? Давно. А я в Грузии был месяц назад. Обалденно. Тоже, опять же, вкусно вот этот вот пищевой терроризм, когда ты не можешь пройти, ты потом смотришь, вот весил 80, теперь как последний лох 82. Ужас. Это Грузия во всем виновата. Грузины. Вы виноваты, я растолстел. Ну, как можно пройти мимо вот всего этого вкусного? Невозможно. Но если серьезно, смотри, грузины всю жизнь были такими. Это нормально, это нормальное свойство грузинов. Постоянно чем-то быть недовольным. Один говорит одно, другой другое. Ну, народ такой. В этом ничего плохого нет.
Понимаешь? Грузины всегда терпеть не могут свою власть. Когда была там прежняя власть, они ругали ее. Нынешняя власть, они ругают ее. Ну, это народ такой. Но при этом, ты знаешь, отдыхать в Грузии, ну это же кайф. Туризм. Я не думаю, что в Грузии Инвестиции потекут в Грузию. при одном условии. Ведь это то, чего сейчас, ну, нынешнее, опять же, грузинское правительство, то, чего сейчас в Грузии очень хотят. Смотри, при одном условии, что они договорятся между собой и сделают правильный налоговый режим, сделают правильное миграционное законодательство, сделают правильные шаги для бизнеса, которые были бы комфортные и так далее. Побежит. Слушай, комфортное тоже место для жизни. Да, понимаешь, Грузия это некий такой, вот, знаешь, постоянный хаос. Но это такой прикольный хаос. Не знаю, я обожаю грузин и считаю, что Грузия это прикольно. Но они такие люди, ну нормально. Это что же интересно. Ты упомянул Эмираты. Я знаю, что ты там часто бываешь. Я там не часто бываю, там работаю. Тем более, тем более. И Эмираты во многом на сегодняшний день стали для русского бизнеса и для многих, в принципе, русских людей, которые ездят за границу, заменой Европы. Ну как там говорится, Дубай наш. У 100%. нас теперь дубайский есть. 100%. Практически новый регион. Примыкающий к Москве по уровню жизни, иногда опережающий. Вопрос. Как ты считаешь, вообще, насколько Дубай это полноценная все-таки замена Европы в плане экономических вложений? Какие перспективы у Дубая? Какие конкретно в Дубае перспективы у русских? Потому что ведь, ну, откровенно, на Эмираты засматриваемся не только мы. И многие работают с этой страной. Как ты это все оцениваешь? Нормально оцениваю. Смотри, во-первых, начнем глобально. Ребята проводят очень разумную и внешнюю, и внутреннюю политику. Они дружат со всеми. И с Израилем дружат, и вполне комфортные отношения, и вообще никаких проблем нет. И если ты показываешь израильский паспорт, да, пожалуйста, welcome. Мы вам очень рады. Делаешь бизнес, мы вам очень рады. Открываешь счета в местных банках, как израильтянин, мы вам очень рады. Никаких проблем нету. Это первое. Второе, я много там работаю, общаюсь с местными ребятами. Они про бизнес, они про экономику, они про деньги. Вот, ты знаешь, там вот не надо там ходить с каким-то флагом и разгуливать и кричать там чуть долой. Там все просто. Но одно из самых безопасных мест в мире и для бизнеса, и для человека. Любая точка Эмиратов, пожалуйста, гуляй, нет преступности. Пошел плавать в море, положи деньги, кошелек, там, я не знаю, все, дорогие очки, часы. Там в жизни у тебя не украдут ничего. Это потрясающе. Люди туда приезжают за несколькими вещами. Сейчас в мире неспокойно. Приезжают за спокойствием, за стабильностью. Кстати, дирхам привязан жестко к доллару, 3,67 курс. Нам, россиянам, вернее, людям из Советского Союза было приятнее, если бы там было 3,62, конечно. Но с другой стороны, ты же помнишь, почему. Вот. Но 3,67. Вот так они решили. Ладно. Значит, стабильный курс. Невысокая инфляция. Очень невысокая. Очень хороший экономический рост. За счет чего? Смотри, льготное, понятное налоговый режим, но они не в серой зоне ФАТФ, они ушли оттуда. То есть они показали, что они прозрачны, что они борются с финансированием терроризма и так далее и тому подобное, с отмыванием денег. Ну, так, творчески борются, но иногда, да, борются. Дальше. Очень высокая маржинальность девелопмента. Как я уже сказал, разумная политика во всем. Вот, например, Медиа-Сити. Вот я работаю в Медиа-Сити. У нас офис с ребятами в Медиа-Сити. Рядом Интернет-Сити. Рядом Knowledge-Сити, и там куча университетов. Health-Сити, Спорт-Сити, финансовый дистрикт, это DIFC. Понимаешь, Бизнес-Бэй, где там огромное количество тоже офисов всего.
ты видишь, что люди развивают все направления. Логистический хаб становится, я уже говорил об этом. Сделали самый крупный искусственный порт в мире. Самый крупный аэропорт в мире. Логистический хаб и в этом. Туристический хаб. Понимаешь, и ты видишь, я вижу вот этих ребят, шейхов, я имею в виду руководителей. Мгм. Они правда думают, что бы такое сделать, чтобы вот их экономике было еще лучше, чтобы людям было еще комфортнее. У них планы по привлечению еще экспатов. У них там, кстати, говорят, вот недвижимость упадет. Да бред это. Меньше стали покупать русские, больше покупают индийцы, китайцы, европейцы, британцы. Все туда приезжают. Понимаешь, налоговый режим. Ты пойми, сейчас будут в Великобритании поднимать налоги, да они уже туда посыпались все. И в нашей девелоперской компании кучу англичан купили недвижимость. Куча французов, итальянцев, американцев. Все вам покупают. И они всем рады. Ребят, вы только политикой тут не занимаетесь. Дайте нам самим политикой рулить. И рулят нормально. Кстати, у меня величайшее уважение и к вот семье Нахаяна, которая, собственно, президент, это этот самый Абу-Даби, и к семье Мактумов, которые руководят Дубаем. Ну, правильные ребята, понимаешь? Я, конечно, хоть и большой любитель демократии, но смотрю на это дело и говорю, ребят, а мне так тоже нравится. Я вообще за нашего шейха. За него голосовать не надо, но если надо, пойду первый голосовать. Портрет в красный угол. Ну, потому что ребята о стране думают, понимаешь? Они думают, вот, знаешь, как из того анекдота, о людях надо подумать. Вот правда, это Министерство счастья. Вот, ты знаешь, в мелочах. Подходишь к переходу, не надо кнопку искать. Тебя камеры видят, они остановят движение. Мелочь. А вот как бы так зарегистрироваться быстрее, чтобы свой бизнес сделать? Пожалуйста. Банки, да, банки везде кровопийцы. Интересный момент. Мы только начинаем бизнес. Вдруг мне звонок моих партнеров. Женя, срочно приезжай к нам из администрации президента. Приехали. Думаю, что хотят. Прибегаю, а в этот момент что-то на дорожке был, у меня на телефоне день практически. То есть не нужно было быть в офисе. Ну ладно, прибегаю, сидят, здравствуйте, здравствуйте. А вот расскажите про ваш бизнес. Я понял, что они правда приехали, видят, компания растет, обороты, люди принимают, а хотят понять, что такое. А вот что вы делаете? Ну, рассказываю, как интересно. А может, вам какая помощь нужна? Это не такая помощь, что ты Мгм. понимаешь. Давайте, мам, сейчас помощь. Нет, искренне. А какие проблемы? Но я их спрашиваю, ребята, а вот у нас огромное количество людей с русскими паспортами. Вас это как-то смущает? Нет. Пожалуйста, работайте, мы вам искренне рады. И еще раз потом говорит, я хочу еще раз, мы по-английски беседовали, я хочу еще раз, чтобы вы меня услышали, мы рады всем, в том числе и россиянам, ребята, работайте. Вот вам телефоны, администрация президента, будут какие-то проблемы. Я говорю, есть проблемы, есть. Банкиры ваши. Говорит, да, банкиры, это, извините, это стихийное бедствие, мы тоже плачем. Ну, комплайенс, там вот это все. Ну, банковским бизнесом там вообще индийцы заправляют. 90% банкиров индийцы. Ты с индийцами работал? Да. Трудно. Трудно. Не, они нормальные ребята, когда тебя узнают лучше. А пока они к тебе принюхиваются, это кошмар. Я как-то работал в банк ходил. А у тебя есть гражданство Эмиратов? А это нет, это только вот к Паше. Вот он получил за выдающие Видимо, к заслуги. Дурову. Ну, естественно. Нет, а он рядом спортом занимается, там, где я живу. Там же я часто видел. Смотри, ну, занимался. Мгм. Сейчас он спортом в Париже занимается. Ну да, сменил локацию. Ну да, ничего страшного. Климат лучше, опять же. Смотри, если говорить серьезно, ну не знаю, я не вижу там проблем. Вот, понимаешь? А погоди, вот ты говоришь, что не видишь проблем. Но ведь Ближний Восток довольно такой горячий, взрывоопасный регион. А если вдруг разразится большая война, а особенно в свете противостояния Израиля и Ирана такое возможно, ведь Эмираты, они совсем рядом с Ираном. И у Ну так Ирана, они с очком будут стоять и ракеты отлавливать. ну, это все интересная, конечно, Да я шучу. концепция, я понимаю. А если не шутить, то у Ирана и у Эмиратов есть конфликт. Там есть территориальный спор за два острова, которые Эмираты считают, что Иран оккупирует.
Есть понятная конкуренция за Персидский залив, который, к слову, в Эмиратах называют арабским. Да, соответственно, Арзамусский пролив, да, кто его контролирует, тот вообще контролирует всю эту логистическую цепочку. То есть, если вдруг начнется большой замес, то не может ли так случиться, что вот все это великолепие эмиратское, оно может очень сильно пострадать, и вообще ситуация там кардинально изменится? Саш, ну давай так, в современном мире ни от чего нельзя зарекаться. Это первое. И может быть все что угодно. То есть, может ли пострадать этот регион? Может. Могут ли пострадать Эмираты? Могут. Но давай откровенно. Ирану Эмираты также нужны, как и Израилю, и Саудовской Аравии и прочим. Так тебе для информации, там куча иранских банков, и иранцы там делают свои дела. Тихо, То есть спокойно. это как ближневосточная Швейцария, которая в Ну, определенном которые, нейтральном статусе нужна всем. да, и как-то раз там те же самые хуситы, это же было такое, что-то там не поделили с Эмиратами, или Эмираты поддержали Саудовскую Аравию в борьбе с хуситами. Там пару каких-то ракет куда-то там полетало. Что сказали эмиратцы? Ребята, нас здесь уже давно не стояло, мы всех вас любим. Они по-честному абсолютно равно удалены. Они не хотят ни с кем связываться. И ну, в этом их политика. Нет, это не трусость, это просто рационализм. Они рациональны, они спокойны, они дружат с Израилем, но при этом готовы переводить помощь в Газе и так далее. И не только переводить, и разбрасывать там эту продовольственную помощь. То есть, не, ребята, мы здесь помогаем, здесь мы осуждаем. Да, нехорошо, нехорошо, осуждают Израиль. Но при этом великолепно ручкаются с президентом и тихо, спокойно под столом обсуждают. И ты понимаешь, вот шейхи и вообще вот ребята достаточно там обеспеченные, вот этих вот бузатеров Ближнего Востока, они терпеть не могут так же, как и все нормальные люди. Они люди с нормальным, очень хорошим британским, американским образованием. И не только. А у них работает огромное количество людей из Индии. И приезжают люди из Индии. При этом из Пакистана. Теперь, индийцы чувствуют себя просто как дома в Эмиратах. При этом это знаешь, где тренируется армия Эмиратов? В Пакистане. Откуда я это знаю? У меня водитель там. Он местный. Я периодически задаю вопросы: Саид, скажи, а вот армия у нас тут такой, да, у нас хорошая, говорит, армия такая. Я говорю, а где она тренируется? Ну, с саудитами мы вот вместе, мы дружим с саудитами. Ну, понятно, говорю, а где тренируется-то? А мы, говорит, только в Пакистане. Они, говорит, самые такие строгие, самые правильные с точки зрения военного. Я, например, в жизни такого не знал. То есть, оказывается, в Пакистане есть тренировочные лагеря реально для эмиратской армии, которые там тренируют их. Понимаешь, регион живет своей жизнью. В действительности он переплетен. И давно уже они все обо всем между собой договорились. Им вот эти вот улюлю нафиг не нужны, понимаешь? У них спокойно, у них хороший бизнес. У них бизнес, что главное, не от нефти, а от мозгов, от создания структур, от создания комфортных условий. Вот им это Но надо. это же не всех стран региона касается. Почему? Посмотри, Оман идет по тому же пути, умницы, учится у Нет, Дубая. Оман, Саудиты то же самое это делают. И понятно. конкурируют сейчас кто кого. Это понятно, но, например, там, условно говоря, там, к примеру, да, в Ираке ситуация другая. Там, не знаю, ну, насколько Сирия, в Сирии все непросто, мы тоже знаем. Слушай, ты с сирийцами общался? Я общался, дело не в этом, это не связано с Они личным. тоже хотят Нет, это спокойствия. вообще я думаю, что все хотят спокойствия. Я говорю Абсолютно. про нечто, некую реальность там, да. Можно вспомнить ситуацию в Ливане. Если более широко смотреть на ближневосточную карту и заглянуть там на африканский регион, да, на африканский континент, Судан, Ливия, Эритрея, ну, все понятно, да. Это все очень страны, где непросто, где неспокойно. Ты считаешь, что это неспокойствие не затронет Да все может вот быть. этот оазис в виде Персидского залива? Ливан тоже был в свое время оазисом О Средиземного том и моря. речь. Да, это правда. Это правда. Другое дело, что вряд ли Я же все шейхи к возвращаюсь, себе пустят я же вот все этих вот. возвращаюсь к тому, насколько инвестиции
в Эмираты для нашего бизнеса безопасны? Насколько они обоснованы? Понимаешь, Саш, Может, стоит инвестировать исключительно только внутри России? ну да, или в Азербайджан, или Грузию. Ну, А, инвестиции в Азербайджан, как мне кажется, в нынешних условиях довольно безопасны. Ну, наверное, да, хотя подводные камни есть То есть везде. всегда и везде. Просто с Вот. Эмиратами я же говорю про конкретную вещь. Хорошо, давай так, про Эмираты. Начнем с того, что тот, кто складывает все яйца в одну корзину, ну, это проблема. Лично для меня Эмираты – это то место, где я сейчас делаю девелоперский бизнес. Нормально, очень прикольно, очень классно. Мне там очень комфортно. Веду оттуда большую работу. Работаю с разными другими странами, нормально, то есть с инвесторами отовсюду. И знаешь, да, может быть все что угодно. Мы хорошо помним, как 2 года назад Израиль-центр медицины мировой, Израиль-центр науки мировой, Израиль-центр туризма, абсолютное спокойствие, ты гуляешь по улочкам северного Тель-Авива, кайф, да, Натании, там, где угодно, правильно, в Элате. И кажется, что, ну да, иногда там приветы из газа летают, сидишь в кафе в Тель-Авиве, железный купол, все сбивает. Сейчас все другое. Может ли подобное произойти? Да, может. Может ли быть большая война? Может. Может ли в итоге быть использовано ядерное оружие там? Может. Может. Все может быть. Но, ты знаешь, но мы с тобой сидим в студии, кирпич может упасть. Дальше что? То есть я тебе хочу сказать Шансы следующее. невелики, я правильно понимаю твою мысль? Нет, я не знаю. Я не знаю, насколько они велики или насколько невелики. В условиях нынешней напряженности и нынешней нелогичности мира, более того, его переустройства. Саш, давай откровенно. Сегодня идет глобальный передел мира. И не только вот как было там Первая мировая, Вторая мировая, передел физически мира. Там рушились колониальные империи, захватывались территории и так далее, да? Сейчас еще идет финансовый передел мира. Ты не забывай, была Бреттон-Вудская система. Она лопнула в 1971 году. Тогда же началась так называемая Ямайская система, которая действует до сих пор, финансовая, как свободная конвертация валют и так далее. К чему это пришло? К своему логическому концу. Через одни валюты некоторые, так сказать, страны устанавливают свою гегемонию, накачивают весь мир своими деньгами, экспортируя инфляцию, вводят санкции и таможенные барьеры, ограничивая все это. Ну, вот, короче, вот эта вот свободная система пришла к концу. Какая идет дальше система мировая? Ну, наверное, идет, скажем так, локализованная и, наверное, во многом распределенная система, То есть мир где будет экономически дробиться на зоны. и дробиться, и одновременно коммуникатировать там, где ему комфортно, и там, где ему хорошо. Это и БРИКС, и ШМИКС, и все что угодно. То есть тут модель в действительности выстраивается, особенно с учетом криптовалют, цифровых валют и так далее. Мы не знаем окончательно, какая будет модель мира, но это тоже переустройство, понимаешь? Сейчас идет глобальное переустройство этого мира. Понятно, что искрит везде, потому что ищи экономику. Некомфортно, вот, например, вот этот диктат и все прочее, экспорт инфляции. Например, Америка печатает доллары, спасая свои экономики, экспортируя инфляцию во весь мир. Но это же так, правда? И Это ты так. понимаешь, что ты зависишь от этого все равно, хочешь ты, не хочешь. Как говорится, спи, моя красавица, все равно ты от этого зависишь. Мораль. Идет глобальное переустройство абсолютно всего. Даже понимание красных черт в мире. Понимание того, что можно, что нельзя. Понимаешь? Понимание, как можно взаимодействовать разными странами и так далее. Поэтому для начала идет определенная сегрегация этого мира и выстраивание совершенно другой финансовой системы, которую мы через 5 лет назовем, я не знаю, там, Бреттон-шведской или Бреттон-казанской. Мы не знаем. Усть-Казанской. Как ты считаешь, вот этому новому миру грозит большой финансовый кризис? Да. Да, потому что когда сломалась Бреттон-Вудская система, это был 1971 год. В итоге в 70-е годы мы увидели взлет инфляции, довольно жесткий кризис, потом еще были арабо-израильские войны, и получили мы взлет цен на нефть. Все это привело к довольно серьезным кризисным моментам.
Я думаю, что грозит. Грозит, и то, когда многие говорят, ну видите же, все в экономике в порядке, рецессия из-за высоких ставок в Америке, она как бы по сути и не наблюдается, и рынок труда в порядке, и сейчас они потихонечку снизят ставки, весь мир снижает ставки, и через небольшое замедление пойдут дальше, все хорошо. Но все нехорошо. Мы в ближайшее время, я убежден в этом, увидим новый виток валютных войн, потому что для Европы нынешняя ситуация некомфортная. И вот эти таможенные барьеры. И я думаю, что особенно если придет Трамп, будет новая серия торговых войн между Европой и Америкой. Это тоже интересная тема. Мы увидим новую серию торговых войн Китай-Америка. Мы увидим более жесткую, скорее всего, политику США на Ближнем Востоке. Поэтому вот через эту призму я убежден, что в мире будет неспокойно, мир будет трясти сильно. И я очень боюсь за этот ноябрь, вот, который сейчас будет. Я боюсь за вообще это конец года и начало следующего. Сейчас период кардинальной перестройки мира и, как я уже говорю, смены парадигм и финансовых, и чего хочешь. Почему так сильно растет золото? Меня многие спрашивают, когда упадет доллар? Я говорю, ребята, подождите. Относительно других валют, а почему он должен падать? У каждой страны, у каждого региона свои проблемы. А вот относительно commodities, меди, алюминия, платиноидов, золота, доллар-то падает. Мы видим это тоже. Относительно, кстати, нефти тоже глобально. Поэтому, понимаешь, вот эти все вещи, плюс, давай говорить конкретно. Я вижу сегодня тотальное падение доверия к финансовым институтам, к фиатным деньгам. Возникает мир крипты. Это тоже переустройство мира. Если раньше, спроси меня, что такое классического инвестбанкира, что такое крипта, я тебе скажу, пирамида, какая-то фигня и так далее. Что я тебе скажу сегодня? Не, ребята, нет, крипта, судя по всему, это уже часть вот этого финансового мира. И она встроилась. И есть уже ETF, есть свободный перелив оттуда сюда. И есть уже крипта, привязанная к тому, к всему. Есть стейблкоины, есть вот эти стандарты на троне, там, на эфире и прочее, понимаешь? И возникают, наверное, и возникнут новые. И вот тебе тон, тоже интересная тема. И мы понимаем, что это уже не фигня. Можно ли инвестировать в крипту? Раньше было нельзя. Понимать и слово инвестиция. Потому что инвестиция подразумевает некий просчитываемый денежный поток. Но сегодня есть институт стейкинга. И по сути ты уже можешь понимать, какая внутренняя отдача у тебя идет. И это уже другое, это уже денежный поток, а это уже можно считать. Мгм. Поэтому я говорю, мир меняется кардинально. Итог мы его не узнаем лет через 5. Евгений, вот в этом меняющемся непростом мире, как простому обычному человеку сберечь, а в идеале приумножить свое вот маленькое финансовое зернышко? Куда инвестировать? А, Как сделать так, чтобы сбережения не испарились, а в идеале все-таки, чтобы они росли? И отдельно твой комментарий по поводу вложения денег в банке. Да, то есть, ну, особенно это актуально сейчас в России, поскольку у нас высокая, большая ключевая ставка, да, и очень многие сейчас несут деньги на банковские счета. Ну, смотри, первое, вот вы пришли на рынок инвестиций. Определитесь, зачем вы туда пришли. Вот это самое главное. Порядок у себя в голове. Это совершенно не случайно. Я объясню. Человек приходит на рынок. Окей, им задаю вопрос, зачем? Денег заработать. Отлично. А теперь, батенька, давай разбираться. Денег заработать это что? Ну как вот, купить сейчас дешево, там завтра продать. Я говорю, ага. То есть вы пришли на рынок, чтобы стать спекулянтами. Не-не-не-не, мы инвесторы. Я говорю, хорошо, инвесторы как? На 3 года, на 5 лет инвестируем там. Не, ну, хотелось бы быстро, но при этом не рисковать. Я говорю, давайте так. Вот рыба на трамвае прокатиться, либо горжетку не помять. Вы как-то определитесь все-таки, ребят. И вот
первое, что нужно убрать этот бардак в голове. Если человек идет на рынок, и он хочет себе сделать пенсионную программу, окей. Значит, прими это и выработай стратегию. Без стратегии, без дисциплины ты ничего не добьешься на этом рынке. Это не важно, на каких ты площадках работаешь. На международных, на российских. Дисциплина и понимание, зачем ты пришел. Ну, к примеру, ты решил себе, вот тебе, допустим, там 45 лет. Ты решил себе сделать пенсионную программу, чтобы в 65 ты уже чего-то, окей, посчитаешь, сколько тебе нужно. Допустим, тебе нужно накопить 30 миллионов рублей. Допустим. Хорошо. Эти 30 миллионов тебя будут как-то кормить. Ну, к примеру. Значит, посчитай, сколько тебе нужно откладывать. Окей, тогда эта стратегия подразумевает ежемесячно, там, ежегодно, какие инструменты, потому что тебе нужны какие-то просчитываемые, понятные. Теперь, а я хочу быстро заработать. Окей, это другое. Тогда давай договоримся. Ты спекулянт, и ты рискуешь. Не хочу рисковать. Тогда вот тебе туда. Ты Тогда определись. пенсионная программа. Ну, конечно. То есть надо Люди, понимать, куда ты движешься. да, люди не понимают, зачем они пришли. И очень часто человек, который в мыслях не имел, у него было там накоплено 1-2 миллиона рублей, и вот я сейчас приду на рынок, и вот вложу консервативненько. Дальше он видит, кто-то заработал, побегу, куплю акции. Акции вдруг упали. Я сейчас еще докуплю. Они еще упали. Ой, сейчас возьму кредит у брокера, брокер тут разрешил, еще докуплю. Ни диверсификации, ни понимания, что он купил, почему он купил, ни стратегии, ничего нету. В итоге чего? Деньги теряются, люди уходят, фондорынок дерьмо. Может быть, вы просто не понимаете, что вы делали? Может, просто фигней занимались? Вот первым делом любой человек должен определиться, на каких рынках он работает, какие инструменты использует, а какие не должен использовать. Для этого есть профессионалы. Просто прийти и посоветоваться. Но посоветоваться не с точки зрения купить Boeing или Airbus. Купить, я не знаю, там, неважно что, Газпром или Лукойл. Определиться, какой твой класс активов. Понять свой профиль. Понять, зачем ты туда пришел и какая твоя цель. Все остальное это уже рождается из этого. Понимаешь? Вот это первое, что нужно сделать. Теперь, если говорить конкретно. Конкретно все очень просто. Мы сейчас живем в эпоху, когда фиатные деньги им все меньше и меньше верят. Их печатают и так далее. Значит, наверное, нужны те активы глобально, которые готовы предложить тебе альтернативу. Ну, там, либо крипта для кого-то, либо для кого-то это золото или материальные какие-то активы. Окей, золото. Многие приходят, хочу вложить все деньги в золото. Я говорю, замечательно, золото растет. Вон, тогда цена была $35 в 1971 году за тройскую унцию. Сегодня она пробила $2700. Отлично. Я говорю, а дальше? А если она будет корректироваться? Может быть, все-таки будет у вас золото? Да, это хороший актив, это как альтернатива. Но может быть 15, 20% от ваших активов. А давайте подумаем, что может быть остальное. Понимаешь, вот эти вещи люди недопонимают. Определитесь, какой твой инструмент. Обязательно должна быть диверсификация. Обязательно. Причем, чем больше денег, тем больше диверсификация. По классам активов, по местам хранения, депозитариям и прочее, по видам риска, по волатильности. У тебя есть волатильные продукты, есть неволатильные продукты. То есть нужно понимать, надо иметь что-то стабильное. Опять же, у людей есть подушка безопасности, ее тоже надо выстраивать. А инвестиции подушки безопасности – это другое. Это не то, что долгосрочное инвестирование твоих денег. Это то, что позволит тебе иметь высокую ликвидность сегодня и завтра. Подушка безопасности. Это тоже надо выстраивать. Поэтому вот мир инвестиций, он гораздо сложнее. Когда ты себе отвечаешь на все эти четкие вопросы, ты можешь уже понимать, какие твои классы активов. Возвращаемся к текущей ситуации. Смотри, что у нас сегодня интересно? Да, действительно, вот эта напряженность в мире и нестабильность, в итоге тяга к реальным активам, золоту и так далее. Наверное, сколько стоит иметь? Вот сегодня золото 2700. Что будет дальше? Меня только ленивый не спросил, что золото продавать. Вот я при тебе продаю сейчас вот эти джноги. Это двойные ETF, то есть плечевой инструмент, спекулятивные.
Да, их может быть и продавать. Они дошли до определенного уровня. Может быть, золото довольно быстро 2900, да элементарно. Может ли быть жесткая коррекция? Может. Продаю ли я сейчас, например, акции золотопроизводителей? Нет. Я считаю, что тренд пока серьезный. Возможно, имеет смысл. Серебро, кстати, держу много. Серебро, на мой взгляд, имеет большой потенциал. Это может быть сквиз хороший. Резкое движение в какой-то день. Что еще? Смотри, инфляция в Америке так или иначе снижается. А это значит, что американские банды, особенно на длительный срок, даже корпоративные, дающие там сегодня 5,5-6% в долларах, даже после снижения ставки, они интересны, они будут, очевидно, расти и будут тебе давать купонную доходность там процентов 5-6, и плюс еще, возможно, будущий рост цены, потому что будут снижать ставку в Америке дальше. Это тоже направление интересное. Сегодня на американских бандах в принципе, можно иметь 8, 10, 12, 15% годовых. Не удивляйся, в долларе. Мой сертификат, ну, иначе говоря, фонд, которым я управляю, за последний год облигационный сделал 20%. Он стоил примерно 102-103, он сейчас стоит 122. Американские банды. Нормально. Я использовал некие плечевые инструменты, именно тоже по процентным ставкам. Но это уже сейчас я не буду морочить голову. Короче, морочить голову. Смысл простой. Снижение ставок в Америке открывает возможности для заработка на американских облигациях. Корпоративных, в частности. Это интересно. Означает ли это, что будет всегда? Нет. Они какое-то время будут снижать, потом, видимо, их снова догонит инфляция, поэтому это на год где-то. Но сегодня так. Если говорить про инвестиции внутри России. Ну вот я повторюсь, многие, и я в том числе, делают вклады в банки, поскольку сейчас высокий процент. Как ты это оцениваешь? Э, Скажем так, как минимум от инфляции это страхует. Какие перспективы? Давай таким образом. Ты мне уже задавал этот вопрос. Российские банки, большинство вполне сегодня надежные. И с точки зрения наполненности капитала, своим всем параметрам, они недорогие как сами, как объекты инвестиций, и они вполне надежны. После чистки банковского сектора в основном остались банки весьма стабильные. Поэтому с точки зрения там, держать депозиты, ну, я как-то не очень боюсь. Депозит под 18-20 годовых, а что в этом плохого? Давай откровенно, для многих людей сегодня Это хорошо. это хорошо, да. Учитывая, что инфляция у нас с вами сегодня процентов где-то 8,5-9, официальная. И наблюдаемая, так называемая, процентов 15, 18, 20. Я поясню. Инфляция штука творческая. Есть инфляция по Росстату. Берется огромная корзина продуктов, услуг, товаров и так далее. Вот все это считается. И вот Росстат, он не врет, у него такая методика. Также и в Америке тоже. И вот считается, что вот инфляция у нас месячная там составила, не знаю, там 0,18%, 0,15%, там 0,2%. Там. Считается в итоге, вот видится где-то сейчас, что в этом году будет инфляция на уровне примерно 8,5%. Это на примерно 2% выше того, что ожидал Центральный банк. Поэтому они повышают ставку, борясь с инфляцией. Это отдельный разговор, очень серьезный. Зачем они делают? Они бьют по спросу на деньги. Хотя сегодня, наверное, имеет смысл давать больше предложения. Не денег, а больше предложения товаров, услуг. И как раз финансировать те направления, которые дадут увеличение товарной массы. Мы не будем сейчас об этом дискутировать, это долгая дискуссия, я об этом книгу сейчас пишу. Большую. У меня в этом году должна выйти хорошая книжка, в начале следующего, наверное, еще одна будет. Смотри, ну, в частности, по инфляции, по изменению этого мира, по работе на рынках облигаций, это сейчас очень интересная тема. Вернемся. Банки. 18%. Многие люди не хотят знать про рынок облигаций, потому что там тоже цены прыгают. Они хотят, вот сегодня я пришел, уложил, не знаю, там 100 тысяч рублей. Пока мы не убежали, таким образом, депозитный счет, как минимум от инфляции, тебя защищает. Правильно? От официальной, да. Наблюдаемая инфляция. Извини, я об этом говорю. Да, ну, Это та инфляция, которую ты ощущаешь.
Вот ты сидишь и смотришь. Я много Погоди, езжу на погоди, такси. но процент, там 18% получается защищать тебя от любой инфляции. Ну да, таблетка номер 5 и от поноса и золотухи. Нет, И но это хороший процент, ты согласен? это хороший процент, но у каждого своя инфляция. Вот если человек много ездит на такси, то мы видим, что цены на такси выросли чуть ли не на 50% за год. Или на 40%, много. Берем международные полеты. Много выросли, действительно. Отнюдь не на 8%. Продукты питания многие выросли на процентов 12-15. Поэтому для многих людей их инфляция, их собственная, процентов 15 и 20. Поэтому этот депозит под 18, он где-то как-то дает им их инфляцию. Где-то да, где-то нет. Все относительно. Но в целом действительно процентные ставки высокие, и они позволяют плюс-минус действительно даже ту же самую наблюдаемую инфляцию где-то вот соответствовать. Это нормально. Второй момент. Облигации. Огромное количество вполне надежных российских корпораций, их облигации дают сегодня облигации с фиксированным купоном, ну где-то 18-21 годовых примерно процентов. А флоутеры дают где-то 20-22%. То есть облигации с переменным купоном, зависящим от ключевой ставки. Тоже ничего, нормально. Тоже отличный инструмент, но это уже нужно понимать. Наш слово флоутер многие говорят, что уже не хочу. Вот поэтому, знаешь, there is nothing wrong in депозиты. Кто понимает, вкладывайте в депозиты. Кто говорит, хочу чуть больше, есть облигации. На облигациях можно заработать. Если через полгода, например, Центральный банк будет снижать ставку, то резко, опять же, как американские пойдут банды, пойдут расти российские облигации. Это тоже тема заработать денег. Это может быть не 20, а все 30 годовых. За счет купона и одновременно роста цен. Но для этого инфляция должна снижаться. Возможно, так и будет. Рынок акций российских. Ну, тоже ничего плохого в этом нету. Смотри, это же замкнутая песочница. Относительно немного эмитентов. Ты посмотри, что происходит с депозитами. У нас каждый год прибавляются депозиты примерно сейчас на 10 триллионов за год. 40 триллионов имели россияне, физики, на счетах депозитов на начало года. Сейчас в конце года будет, по-моему, 51 или 52 триллиона. Плюс еще физики, юрлица и так далее. Много. Растет денежная масса. За последние 3 года рост денежной массы в среднем, по-моему, порядка 16 триллионов рублей за год. Растет денежная масса. Вот тебе и причина инфляции. Вот почему Центральный банк борется с кредитом. Именно кредит – это инструмент создания новой денежной массы. Так вот, понимаешь, хотя там вопрос творческий. То ли ставкой надо бороться, то ли пруденциальными мерами, то ли вместе с правительством бороться. Идет бюджетный импульс. Тут все сложно. Но мы сейчас не будем об этом. Мы об инвестициях простых людей. В итоге Да, мы все-таки рынок акций... давай Нет, я не к забывать этому. о простом человеке. Нет, Не я улетать понимаю, в но... космос. ты понимаешь, какая штука? Простой человек, окей. Вот он говорит, я не знаю ничего, он приходит в банк, ему чего-то советует его там консультант, он же продавец. Он его что-то впаривает, простой человек уходит, а потом выясняется, что им впарили продукт, после которого он потерял половину. Он говорит, а как же так? Я говорю, ребят, Поэтому, финансовую грамотность повышайте. поэтому большая часть людей предпочитает просто депозиты. Правильно, Это правильно, но... логично. А ты знаешь, дело в том, что для банкиров, в частности, гораздо более маржинальны те же вот сложные продукты. Для банкиров понятно. Так люди приходят в банк и впаривают всякое дерьмо типа этого. Понимаешь, поэтому я тебе скажу так. Человек должен сегодня разбираться. В ином случае, такой Васечка красивый, вот у меня там этот мой сотрудник банка, он мне все объяснил, я купил. В итоге, где мои деньги? Ну, знаете, такой расклад. Ребята, сегодня надо жить своим умом. Сегодня надо соображать, что тебе выгодно, что ты хочешь, чтобы тебя не сбывали вот эти Васечки и Петечки, не впаривали тебе дерьмо всякое, которое выгодно впарить им, потому что есть конфликт интересов. Им выгодно тебе впарить то, что, от чего они бонусы потом получат, при всем уважении. А тебе нужно получить то, что решит твои проблемы. И за тебя этого никто не сделает. Мы очень инфантильные. Мы вот пришли, и нам все расскажут. Нифига. Нам надо знать,
Что мы хотим? Депозит? Нет, ничего плохого. Облигации? Замечательно. ETF на различные товары тоже. Акции тоже. Просто надо понимать пропорции. Понимать, что ни в коем случае не используйте кредитные составляющие здесь. И так далее. Поэтому, еще раз говорю, инструментов хватает. Возможностей заработать сегодня много. Нужно просто, наверное, думать, читать, изучать, проходить определенные курсы, к слову. Почему не пойти в университет все это изучить? Во-первых, долго, а во-вторых, университеты пока создадут какую-то новую программу, там сколько пройдет. Почему процветают те же самые цыгане, про которых мы с тобой начали говорить? Потому что они быстро, раз, два, три, под потребность, быстренько курсик. Как заработать в этих Вопрос, условиях? насколько это качественный курс, Это и что, один, но и я что уже они говорил. продают, и мы про это уже говорили. А да. вы смотрите прежде всего, кто вам предлагает этот курс. Тот, кто реально работает на рынках и рассказывает про то, что делает. И как его фамилия, да? Но это важно, узнаете. Если человек повертелся на рынке, там, я не знаю, год-другой, и прочитал пару книжек, то да, наверное, не стоит. Опять же, голову включайте. Сегодня надо думать. Сегодня нельзя вот так вот. Пришел я как все. Не надо как все, надо жить своим умом. Вот что сегодня важно. Если жить своим умом, может быть, надо самому изучать, не доверять даже людям с какими-то громкими фамилиями, про которых мы Абсолютно. что-то знаем, Абсолютно. а самому изучать. Саш, я тебе расскажу хороший пример. У меня есть, система моих рекомендаций и прочее. Пишет мне один армянин, врач. Евгений Борисович, спасибо вам за ваши идеи, только я на ваших идеях сделал в 2 раза больше, чем вы. Я говорю, как вам удалось? По-моему, Армен его зовут. Как вам это удалось, Армен? А я внимательно слежу, смотрю. Вы иногда торопитесь, а иногда, мне кажется, у вас хорошая идея, но вот вы ее пропускаете. А я творчески смотрю, и я делаю свои выводы, я отношусь к этому потоку информации творчески, я перерабатываю, инвестирую сам на основе ваших мыслей. Я говорю, браво, браво. Это то, чего я хочу. Относитесь к тому, что я говорю, критически. То есть, да, я подкидываю мысли, но, может быть, я же тоже живой человек. Относитесь к этому спокойно, воспринимайте, перерабатывайте и делайте свои выводы. Вот этот парень делает свои выводы. Он хирург, он зарабатывает другим. Но одновременно инвестирует свободные денежки вот на основе этих идей, но думая своей головой. Он заработал инвестициями? Да. И он мне показал статистику, у него в 2 раза лучше, чем у меня. А тебе не заплатил ничего? Не, почему? Он у него имеет какую-то подписку, там какие-то небольшие деньги. То есть все-таки. Да дело не в этом, слушай, мне ж не жалко. Понимаю, я шучу. Я не в этом смысле, я ж не про деньги, я про то, что я смог дать возможность своими идеями дать человеку обработать, продумать и заработать. Нет, конечно, мы не занимаемся благотворительностью, а занимаемся бизнесом. Но, кстати, благотворительностью. Я тоже много занимаюсь. Как я понимаю, одна из твоих идей — это просто в целом повышать финансовую грамотность населения. Да. То есть это нормально. Я правильно понимаю, что видишь в этом свое некое призвание? Это очень красиво звучит. Громко, да? Громко. Саш, призвание. Мое призвание – это делать то, что мне по кайфу. Воспитывать своих детей, давать им хорошее образование. Делать так, чтобы людям, которые со мной имели дело, было бы приятно, и я бы им мог чем-то помогать. Вот это призвание. А вот это все не надо, это красивые слова. Давай так. Мне по кайфу, когда я вижу, что люди услышали меня и смогли не сделать ошибок, не потерять денег. Если уж говорить красивыми словами, миссия, то, наверное, моя миссия, чтобы было меньше бедных людей. Чтобы люди не теряли, не делали глупостей. Вот это она и есть, понимаешь? Меньше бедных людей, это ты практически решил Карла Маркса потеснить. Почему нет, старика Карла? Евгений, заключительный Хотя он вопрос. много мудрых вещей говорил. Но много и спорных, крайне спорных. Можно честно? Вот ты капитал, Давай. все 3 тома простудировал. Нет, но я читал. То есть все, конечно, нет. Кого я обманываю? Саша, я экономист, меня дрючили, и в институте Ты я все этот 3 тома. капитал читал, какой чудаш. Все 3 тома.
Все три тома, но два вторых не очень. А вот Но первые, ты не видишь там каких-то противоречий. да полно, но дело не в этом. О том таки и Нет, речь. но учение Маркса интересно. И даже сегодня многие экономисты все равно где-то опираются на его идеи. Это несомненно, что там что-то есть, но просто есть и много, как мне кажется, ну, откровенно проблемных моментов, о которых и говорят. Ну, конечно. Заключительный вопрос. Ни у кого нет права на истину в последней инстанции. Это да, Даже у Карла Маркса. это да. А, Твой прогноз на экономическую ситуацию в России, если вот так кратко сжато. Ну, смотри, высокая ключевая ставка будет потихонечку давить на экономику. Скорее всего, экономический рост, который мы наблюдали в начале года, более 4,5%, 5% будет снижаться, и в итоге мы выйдем на темпы роста где-то 1,5–2%. Потому что ставка, она прежде всего бьет не по инфляции, а по экономике. Но, тем не менее, за счет вот этого инфляция тоже потихонечку будет снижаться. Скорее всего, рынок труда по-прежнему будет проблемный. То есть у нас безработица 2,4%, это ноль. Это ноль. Это означает дикий дефицит рабочей силы. Он будет сохраняться, но темпы роста заработной платы, скорее всего, тоже будут снижаться за счет снижения потихонечку темпов роста экономики. Может ли в какой-то момент из-за высокой ключевой ставки начаться рецессия? Теоретически может, там все зависит от бюджета. Бюджет у нас пока сшит более-менее неплохо, на удивление. И многие говорят, что вот этот бюджетный дефицит огромный будет. Нифига он не будет. Пока я все считал, но он может быть, но процент, до 1,5, до 2% от ВВП. Саш, для информации, бюджетный дефицит Италии более 7%, и Америки более 7%, Израиля более 8%, ну сейчас из-за войны. Понятно. То есть как-то с 1,5% Россия справится. Вот. Что дальше? Недвижимость. Смотри, мы сейчас боремся с недвижимостью, чтобы она не сильно росла, чтобы она просела. Нифига не получится. Вторичка, скорее всего, будет потихонечку расти. Цены на аренду продолжат расти. Первичка будет какое-то время стагнировать, а потом рыночная экономика, она все расставляет на свои места. Девелоперы резко уменьшили объемы закладки нового жилья. В итоге через 1,5–2 года мы увидим дикий дефицит площадей. И в итоге цены на недвижимость пойдут наверх. Вот что у нас будет. Подвожу итог. Ничего трагичного я не вижу. А бюджет сбалансированный, несмотря на его дикий рост. Да, понятно, что треть бюджета – это военные расходы. Их на хлеб не намажешь, поэтому дефицит товарной массы. Что имеем, то имеем. Но означает рост доходов населения. То есть реальные располагаемые доходы населения растут. И многие, кстати говоря, берут кредиты сейчас не потому, что им плохо, и они вынуждены крутиться, хотя это тоже, этого много. И разорение людей, все есть. Многие берут кредиты, потому что наконец-то увидели возможность купить не «Жигули», а, скажем, какой-то хороший китайский автомобиль. Да? Накопили там 2–3 миллиона, еще взяли там миллион другой в кредит. Поэтому вот как бы так. Так вот, я думаю, что темпы роста кредитования потихонечку будут снижаться. Инфляция, как я уже сказал, будет снижаться. Рост реальных располагаемых доходов населения будет потихонечку тоже снижаться. ЦБ где-то через полгода будет вынужден перейти к политике, скорее всего, снижения ставки. Сперва стабилизация, потом снижение. Инфляция будет потихонечку расти, поэтому курс доллара у нас будет 102, там, потом 105, потом 108. Я не верю вот в эти 150, 130 там сразу. У нас довольно большие поступления от экспорта, несмотря ни на что. Ну а далее, ты понимаешь, многое зависит от того, какие будут новые санкции. Многое зависит, внесут ли Россию там в серый или, не дай бог, в черный список ФАТФ или нет. Думаю, что не внесут. Вот. Россия будет искать свое новое место в этом мире, так же, как и многие страны. И по-хорошему я не верю, что в России будет что-то плохое с экономикой. Почему? Россия богатая страна. В России удивительные бизнесмены, которые умеют крутиться на пустом месте и находить те шаги, которые вводят санкции. Слушай, они вводят санкции последние 3 года, 4 года там, да? Россияне 30 лет бегают от государства и придумывают различные варианты.
Это все. Поэтому, ну, будет тяжелее, будет инфляция, придется больше крутиться. Но при этом, да, для многих вопрос, вот когда прекратятся боевые действия и уменьшатся расходы бюджета, то есть меньше будет бюджетного импульса, вот что будет? Наверное, смотри, сокращать бюджет дефицитный для России тоже плохо, потому что дефицитный бюджет – это один из катализаторов экономического роста. Банально, но это так. Ну, вот как-то так. Поэтому, да, будем придумывать, будем каждый раз искать какие-то схемы работы, я имею в виду на международных площадках. Да, санкции останутся с нами надолго. Да, будет продолжаться дефицит рабочей силы. Вот это наши реалии, никуда То мы есть, от них как не я денемся. понимаю, будет нормально стабильно. То есть небольшие колыхания в ту и в другую сторону, но каких-то искать. Ты не сказал все-таки кратко. А это нельзя Но я кратко. понимаю, но Я могу судьи. сказать, все будет более-менее так, как оно и было, через тернии, но и не к звездам, но вроде Я какой-то про это и говорю, что будет сохраняться некая такая нормальная стабильность. при одном условии. Ну А и нет, минус плюс. ненормальная стабильность. М? Ненормальная стабильность. Ну, потому что не может быть нормально, когда ты сейчас, извини, санкции – это что-то новое. Нет, это я И понимаю. ты Я не говорю, знаешь, чем они я закончатся. еще раз, я все-таки скажу из того, что мне важно, дабы нас поняли люди, которые сейчас живут простой реальной жизнью. Хорошо, То есть отвечу. их реальная жизнь не сильно поменяется. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Думаю, что рубль не улетит куда-то в космические дали, но и не укрепится дико. Думаю, что инфляция будет с нами надолго. Возможно, немножко будет замедляться вместе с замедлением экономики. И еще раз говорю, рабочий, ну, труд не будет сильно обесцениваться. Скорее всего, стоимость труда будет расти, но не теми темпами, которые они росла, ну, прошлый год. Евгений, спасибо за интервью. Надеюсь, было в меру токсично. Я считаю, что было совсем не токсично.